«Я позову к вам хирурга», — сказала Ванина, целуя ее. «Нет, лучше умереть», — возразила незнакомка. «Я ни за что не соглашусь повредить своим благодетелям». «Подождите, хирург монсеньора Савеля Катансара, губернатор Лима, сын одного из наших слуг», — торопливо заговорила Ванина. «Он привязан к нам, а благодаря своему положению может никого не бояться. Напрасно мой отец не доверяет его преданности. Я сейчас пошлю за ним». «Не надо, не надо», — воскликнула незнакомка с волнением, удивившим Ванину. «Приходите навещать меня, а если Бог призовет меня к себе, я буду счастлива умереть на ваших руках». На другой день незнакомке стало совсем плохо. «Если вы любите меня, — сказала ей Ванина на прощание, — согласитесь принять хирурга. Если он придет, счастье мое рухнет. Я пошлю за хирургом», — настаивала Ванина. Незнакомка, не отвечая, удержала ее и приникла губами к ее руке. Наступило долгое молчание. У незнакомки слезы навернулись на глаза. Наконец она выпустила руку Ванины с таким видом, будто шла на смерть, сказала: «Я должна вам сознаться. Позавчера я солгала, назвав себя Клементиной. Я несчастный Карбонарий». Ванина удивленно взглянула на нее, отодвинулась и встала со стула. «Чувствую, — продолжал Карбонарий, — что этим признанием я лишил себя единственной отрады, которая еще привязывает меня к жизни. Но я не хочу обманывать вас. Это недостойно меня. Мое имя Пьетро Миссерили. Мне 19 лет. Мой отец — бедный хирург с Анджело Инванда. Я Карбонарий. Нашу венду раскрыли. Меня в оковах привезли из Романии в Рим, бросили в темный каземат. Днем и ночью, освещенный лишь маленькой лампочкой. Там я провел 13 месяцев. Одной сострадательной душе явилась мысль спасти меня. Меня переодели в женское платье, когда я вышел из тюрьмы и уже достиг последних ворот. Один из караульных гнусно поносил Карбонариев. Я отдал ему пощечину. Уверяю вас, я это сделал не из бесцельной удали. Я просто забылся. Из-за этой моей опрометчивости за мной погнались по улицам Рима. И вот в ночной темноте, раненый штыками, теряя силы от потери крови, я бросился в открытую дверь чьего-то дома. Слышу, солдаты бегут по лестнице за мной. Я прыгнул из окна в сад и упал в нескольких шагах от какой-то женщины, которая прогуливалась по аллее. «Графиня Виталески, приятельница моего отца?» — сказала Ванина. «Как? Разве она вам говорила?» — воскликнул Миссерили. «Кто бы ни была эта дама, она спасла мне жизнь. Имя ее никогда не надо произносить». Когда солдаты ворвались к ней, чтобы схватить меня, ваш отец уже увозил меня в своей карете. Мне плохо, очень плохо. Вот уже несколько дней штыковая рана в плече не дает мне дышать. Я скоро умру, и умру в отчаянии от того, что больше не увижу вас». Ванина слушала его нетерпеливо и поспешила уйти. Миссерили не увидел в ее прекрасных глазах ни тени сострадания, а только оскорбленную гордость. Ночью к нему явился хирург. Он пришел один. Миссерили был в отчаянии. Он боялся, что больше никогда не увидит Ванину.
Он стал расспрашивать хирурга. Тот пустил ему кровь, но на вопросы ничего не отвечал. То же молчание и в следующие дни. Пьетро не сводил глаз со стеклянной двери, в которую обычно входила с террасы Ванина. Он чувствовал себя глубоко несчастным. Однажды, около полуночи, ему показалось, что кто-то стоит в темноте на террасе. Неужели Ванина? Ванина приходила каждую ночь и, приникнув к застекленной двери, смотрела на него. «Если я заговорю с ним, — думала она, — я погибла. Нет, я больше никогда не должна его видеть». Но вопреки своему решению Ванина невольно вспоминала, какую дружбу она чувствовала к этому юноше, когда так простодушно считала его женщиной. И после столь задушевной близости позабыть его. Минуты благоразумия Ванину пугало, что все для нее как-то странно изменилось с тех пор, как месье Рилли открыл свое имя. Все, о чем она прежде думала, все, что постоянно видела вокруг, отошло куда-то, заволоклось туманом. Не прошло и недели, как Ванина, бледная, дрожащая, вошла вместе с хирургом в комнату Карбонария. Она явилась сказать, что надо уговорить князя, чтобы он передал уход за больным кому-нибудь из слуг. Она пробыла только минуты, но несколько дней спустя опять пришла вместе с хирургом из чувства человеколюбия. Однажды вечером, хотя месье Рилли стало уже гораздо лучше, и у Ванины больше не было оснований бояться за его жизнь, она дерзнула прийти одна. Увидев ее, месье Рилли почувствовал себя наверху блаженства, но постарался скрыть свою любовь. Прежде всего, он не желал уронить свое достоинство, как и подобает мужчине. Ванина вошла к нему в комнату, сгорая от стыда, боясь услышать любовные речи, и была очень напечалена, что он встретил ее словами дружбы, благородной, преданной дружбы, но без единой искры нежности. Когда она собралась уходить, Пьетро даже не пытался удержать ее. Через несколько дней она пришла опять. Встреча была точно такая же, те же почтительные уверения в преданности и вечной признательности. Ванина теперь совсем не стремилась охладить восторги юного Карбонария. Напротив, она боялась, что он не разделяет ее любви. Девушка, прежде столь гордая, с горечью почувствовала, как велико ее безумство. Она старалась казаться веселой, даже равнодушной, стала бывать реже, но никак не могла решиться совсем отказаться от посещения больного. Месье Рилли горел любовью, но, помня о своем низком происхождении и оберегая свое достоинство, решил, что позволит себе заговорить о любви лишь в том случае, если целую неделю не увидит Ванины. Гордая княжна оборонялась стойко. «Ну что ж», — сказала она себе, — «я навещаю его. Мне это приятно, но я никогда не признаюсь ему в своих чувствах». Она подолгу засиживалась у больного, а он разговаривал с ней так, словно их слушали 20 человек. Однажды вечером, после того, как Ванина весь день ненавидела его и дала себе обещание держаться с ним еще холоднее, еще суровее, чем обычно, она вдруг сказала ему, что любит его. Вскоре они всецело отдались своему чувству. И так безумство Ванины оказалось бессмерным, но, надо признаться, она была совершенно счастлива. Месье Рилли уже не старался оберегать свое мужское достоинство. Он любил. Как любят первой любовью 19 лет, как любят в Италии, с чистосердечием беззаветной страсти. Он даже признался гордой княжне, какую тактику применил, чтобы добиться ее взаимности. Он был счастлив и сам дивился, что можно быть таким счастливым. 4 месяца пролетели незаметно.
И вот настал день, когда хирург возвратил больному свободу. «Что мне теперь делать?» — думал Миссерили. «По-прежнему скрываться у одной из красивейших в Риме женщин? А подлые тираны, державшие меня 13 месяцев в темнице, где я не видел солнечного света, подумают, что они сломили меня? Италия, ты поистине несчастна, если твои сыны способны так легко покинуть тебя». Ванина не сомневалась, что для Пьетро будет величайшим счастьем навсегда остаться с нею, но и в самом деле казался вполне счастливым. Но злая шутка генерала Бонапарта горьким упреком звучала в душе этого юноши и влияла на его отношение к женщинам. В 1796 году, когда генерал Бонапарт покидал Брешию, городские власти, провожавшие его до заставы, сказали ему, что жители Брешии чтят свободу больше, чем все остальные итальянцы. «Да», — ответил он, — «они любят разглагольствовать о ней со своими возлюбленными». Пьетро несколько смущенно сказал Ванине: «Сегодня, как только стемнеет, мне надо выбраться отсюда. Постарайся, пожалуйста, вернуться до рассвета. Я буду ждать тебя. На рассвете я уже буду в нескольких милях от Рима». «Вот как?» — холодно сказала Ванина. «А куда же вы пойдете?» «В Романью, отомстить за себя». «Я богата», — продолжала Ванина самым спокойным тоном. «Надеюсь, вы примете от меня оружие и деньги». Миссерили несколько мгновений пристально смотрел ей в глаза и вдруг сжал ее в объятиях. «Моя душа, жизнь моя, ты все заставишь меня позабыть, даже мой долг», — сказал он. «Но ведь у тебя такое благородное сердце, ты должна понять меня». Ванина пролила много слез, и было решено, что он уйдет из Рима только через день. «Пьетро», — сказала она на следующий день, — «вы часто говорили мне, что человек с именем, ну, например, римский князь, и к тому же располагающий большим состоянием, мог бы оказать делу свободы большие услуги, если когда-либо Австрия вступит в серьезную войну вдали от наших границ». «Разумеется», — удивленно сказал Пьетро. «Ну так вот, вы отважный человек, вам недостает только высокого положения. Я вам предлагаю свою руку и 200 000 ливров дохода. Согласия отца я добьюсь». Пьетро бросился к ее ногам. Ванина вся сияла от радости. «Я люблю вас страстно», — сказал он, — «но я бедняк, и я слуга своей родины. Чем несчастнее Италия, тем больше должен я хранить верность ей. Чтобы добиться согласия Дона Асдрубали, мне пришлось бы несколько лет играть жалкую роль. Ванина, я отказываюсь от тебя». Миссерили спешил связать себя этими словами, мужество его ослабевало. «На свою беду», — воскликнул он, — «я люблю тебя больше жизни, и покинуть Рим для меня страшнее пытки. Ах, зачем Италия еще не избавлена от варваров? С какой радостью я уехал бы с тобою в Америку». Ванина вся похолодела, ее руку отвергли. Гордость ее была уязвлена, но через минуту она бросилась в объятия Миссерили. «Никогда еще ты не был мне так дорог», — воскликнула она. «Да, я твоя навеки, милый мой деревенский лекарь, ты велик, как наши древние римляне». Все заботы о будущем, все унылые советы благоразумия позабылись. Это были мгновения чистой любви. И когда они уже были в состоянии говорить рассудительно, Ванина сказала: «Я приеду в Романью почти одновременно с тобою. Я прикажу прописать мне лечение на водах Паретта. Остановлюсь я в нашем замке Сан-Никола близ Форли, и там жизнь моя соединится с твоею», — воскликнул Миссерили.
Отныне мой удел на все дерзать, со вздохом сказала Ванина. Я погублю свою честь ради тебя, но все равно. Будешь ли ты любить меня, опозоренную девушку? Разве ты не жена мне? Воскликнул Мессерили. Обожаемая жена, я вечно буду тебя любить и сумею постоять за тебя. Ванине нужно было ехать в гости. Едва Мессерили остался один, как его поведение показалось ему варварским. «Что такое Родина?» – спрашивал он себя. «Ведь это не какое-нибудь живое существо, которому мы обязаны питать признательность за благодеяние, и которое станет несчастным и будет проклинать нас, если мы изменим ему. Нет, Родина и свобода – это как мой плащ, полезная одежда, которую я должен купить, если только не получил ее наследство от отца. В сущности, я люблю Родину и свободу, потому что они мне полезны. А если они мне не нужны? Если они для меня как теплый плащ в летнюю жару, зачем мне покупать их? Да еще за столь дорогую цену. Ванина так хороша и так необычайна. За ней будет ухаживать. Она позабудет меня. У какой женщины бывает только один возлюбленный? Как гражданин, я презираю всех этих римских князей, но у них столько преимуществ передо мною. Они должно быть неотразимы. Да, если я уйду, она позабудет меня, и я навсегда ее потеряю. Ночью Ванина пришла навестить его. Пьетро рассказал ей о своих колебаниях и о том, как под влиянием любви к ней в его душе возник странный спор о великом слове «Родина». Ванина ликовала. Если ему придется выбирать между мной и Родиной, думала она, он отдаст предпочтение мне. На соседней колокольне пробило 3 часа. Настала минута последнего прощания. Пьетро вырвался из объятий своей подруги. Он уже стал спускаться по лестнице, как вдруг Ванина, сдерживая слезы, сказала ему с улыбкой: «Послушай, если бы во время твоей болезни о тебе заботилась какая-нибудь деревенская женщина, разве ты ничем не отблагодарил бы ее? Разве не постарался бы заплатить ей? Будущее так неверно. Ты уходишь. В пути вокруг тебя будет столько врагов. Подари мне 3 дня. Заплати мне за мои заботы, как будто я бедная крестьянка». Мессерили остался. Наконец, он покинул Рим и благодаря паспорту, купленному в иностранном посольстве, достиг родительского дома. Это была для семьи великая радость. Его уже считали умершим. Друзья хотели отпраздновать его благополучное возвращение, убив 2-3 карабинеров. Так в Папской области называются жандармы. Не будем без крайней нужды убивать итальянцев, умеющих владеть оружием, возразил им Мессерили. Наша Родина не остров, как счастливица Англия. Чтобы сопротивляться вторжению европейских монархов, нам понадобятся солдаты. Спустя некоторое время Мессерили, спасаясь от погони, убил 2 карабинеров из пистолетов, подаренных ему Ваниной. За его голову назначили награду. Ванина все не приезжала в Романию. Мессерили решил, что он забыт. Самолюбие его было задето. Он часто думал теперь о том, что разница в общественном положении воздвигла преграду между ним и его возлюбленной. Однажды, в минуту горьких сожалений о былом счастье, ему пришло в голову вернуться в Рим, узнать, что делает Ванина. Эта сумасбродная мысль едва не взяла верх над сознанием долга, но вдруг как-то в сумерки церковный колокол зазвонил в горах к вечерне, и так странно, будто на звонаря напала рассеянность. Это был сигнал к собранию Венты, в который Мессерили вступил.
лишь только вернулся в Романью. В ту же ночь все карбонарии встретились в лесу, в обители двух отшельников. Оба они спали крепким сном под действием опиума и даже не подозревали, для каких целей воспользовались их хижиной. Мессерилли пришел очень грустный, и тут ему сказали, что глава Венты арестован, и что своим новым главой карбонарии решили избрать его. Пьетро, 20-летнего юноша, хотя среди них были и 50-летние старики, люди, участвовавшие в заговорах со времен похода Мюрата в 1815 году. Принимая эту нежданную честь, Пьетро почувствовал, как забилось у него сердце. Лишь только он остался один, он принял решение не думать больше о молодой римлянке, так скоро забывшей его, и все свои помыслы отдать долгу освобождения Италии от варваров. 2 дня спустя Мессерилли в списке прибывших и выехавших лиц, которым ему доставляли как главе Венты, прочел, что княжна Ванина прибыла в свой замок Сан-Никола. Имя это внесло в его душу радость и смятение. Напрасно он ради преданности родине подавил желание в тот же вечер помчаться в замок Сан-Никола. Мысли о Ванине, которую он пренебрег, не давали ему сосредоточиться на своих обязанностях. На следующий день они встретились. Ванина любила его все так же. Содержался на время от того, что отец, желая выдать ее замуж, не отпускал ее. Она привезла с собой 2000 цехинов. Эта неожиданная поддержка очень помогла Мессерилли достойно выполнить его новые почетные обязанности. На острове Корфу заказали кинжалы, подкупили личного секретаря легата, руководившего преследованием карбонариев, и таким путем достали список священников, состоявших шпионами правительства. Как раз в это время подготовлялся заговор, один из наименее безрассудных, когда-либо возникавших в многострадальной Италии. Я не буду входить в излишние подробности, скажу только, что если бы он увенчался успехом, Мессерилли досталась бы немалая доля славы. Благодаря ему несколько тысяч повстанцев поднялись бы по данному сигналу с оружием в руках и ждали бы прибытия предводителей. Приближалась решительная минута, и вдруг, как это всегда бывает, заговор провалился из-за ареста руководителей. Лишь только Ванина приехала в Романию, ей показалось, что любовь к родине затмила в сердце Мессерилли всякую иную страсть. Гордость молодой римлянки была возмущена. Напрасно она старалась образумить себя. Мрачная тоска томила ее, и она ловила себя на том, что проклинает свободу. Однажды, приехав в Орли повидаться с Мессерилли, она не могла совладать с собой, хотя до тех пор гордость всегда помогала ей скрывать свое горе. «Вы и в самом деле любите меня, как муж», — сказала она. «Я не этого ждала». Она разразилась слезами, но плакала она только от стыда, что унизилась до упреков. Мессерилли утешал ее, однако видно было, что он занят своими заботами. И вдруг Ванине пришла в голову мысль бросить его и вернуться в Рим. Она с жестокой радостью подумала, что это будет ей наказанием за слабость. К чему было жаловаться? В минуту молчания намерение ее окрепло. Ванина сочла бы себя недостойной Мессерилли, если бы не бросила его. Она с наслаждением думала о его горестном удивлении, когда он будет напрасно ждать и искать ее тут. Но вскоре ее глубоко взволновала мысль,
что она не сумела сохранить любовь этого человека, ради которого совершила столько безумств. Прервав молчание, она заговорила с ним. Она всеми силами добивалась хоть одного слова любви. Пьетро отвечал ей ласково, нежно, но так рассеянно. Зато какое глубокое чувство прозвучало в его голосе, когда, коснувшись своих политических замыслов, он скорбно воскликнул: «Ах, если нас опять постигнет неудача, и если этот заговор раскроют, я уеду из Италии». Ванина замерла. С каждой минутой ее все сильнее терзал страх, что она видит любимого в последний раз. Слова его заронили роковую искру в ее мысли. Карбонарии получили от меня несколько тысяч цехинов. Никто не может сомневаться в моем сочувствии заговору. Прервав свое раздумье, она сказала Пьетро: «Прошу тебя, поедем со мной в Сан-Никола только на одни сутки. Сегодня вечером тебе нет необходимости присутствовать на собрании Венты, а завтра утром мы уже будем в Сан-Никола. Будем бродить по полям. Ты отдохнешь, успокоишься, а тебе так нужны все твои силы и самообладание, ведь близятся великие события». Пьетро согласился. Ванина ушла от него, чтобы приготовиться к путешествию, и, как обычно, заперла на ключ ту комнату, где прятала его. Она поспешила к бывшей своей горничной, которая вышла замуж и теперь держала лавочку в Форли. Прибежав к этой женщине, Ванина торопливо написала на полях часослова, оказавшегося в комнате, несколько строк, точно указав место, где должна была собраться ночью Вента Карбонариев. Она закончила донос следующими словами: «Вента состоит из 19 человек. Вот их имена и адреса». Составив полный список, где отсутствовало только имя Мессерили, она сказала этой женщине, пользовавшейся ее доверием: «Отнеси книгу кардиналу Легату. Пусть он прочтет то, что написано на полях, и вернет ее тебе. Вот возьми 10 сахинов. Если когда-нибудь легат произнесет твое имя, тебе не миновать смерти, но если ты заставишь его прочесть исписанную страницу, ты спасешь мне жизнь». Все удалось превосходно. Легат так перепугался, что утратил всю свою вельможную важность. Он разрешил простолюдинке, желавшей поговорить с ним по секретному делу, не снимать маску, но приказал связать ей руки. В таком виде лавочница и появилась перед этим высоким сановником. Он не решился выйти из-за огромного стола, покрытого зеленым сукном. Легат прочел исписанную страницу, держа часослов очень далеко от себя, из опасения, что книга пропитана каким-нибудь ядом. Затем он возвратил часослов лавочнице и даже не послал шпионов по ее следам. Не прошло и 40 минут с тех пор, как Ванина ушла из дому. Она уже повидалась с возвратившейся горничной и побежала к Мессерили, твердо веря, что отныне он всецело принадлежит ей. Она сказала ему, что в городе необыкновенное движение, везде ходят патрули, даже по таким улицам, где их никогда не видели. «Послушайся меня», — добавила она. «Уедем сейчас же в Сан-Никола». Мессерили согласился. Они вышли пешком из города. Неподалеку от заставы Ванину поджидала карета, где сидела ее компаньонка, молчаливая и щедро оплачиваемая наперсница. По приезде в Сан-Никола Ванина в смятении от своего чудовищного поступка с нежностью льнула к Пьетро. Но когда она говорила ему слова любви, ей казалось, что она разыгрывает комедию.
Накануне, совершая предательство, она забыла об угрызениях совести. Обнимая возлюбленного, она думала: стоит теперь кому-нибудь сказать Пьетро одно слово, одно только слово, и он навеки возненавидит меня. Глубокой ночью в спальню вошел один из слуг Ванины. Человек этот был Карбонарий, о чем она и не подозревала. Значит, у Мессерили были тайны от нее даже в этом. Она содрогнулась. Слуга пришел предупредить Мессерили, что в эту ночь в Форли оцепили дома 19 карбонариев, а их самих арестовали, когда они возвращались с собрания Венты. На них напали врасплох, но все же 9 карбонариям удалось бежать. 10 остальных карабинеры отвели в крепость. Войдя на тюремный двор, один из арестованных бросился в глубокий колодец и разбился насмерть. Ванина переменилась в лице. К счастью для нее, Пьетро этого не заметил. Он мог бы прочесть в ее глазах совершенное ею преступление. Солдаты гарнизона, добавил слуга, оцепили уже все улицы Форли. Они стоят так близко друг от друга, что могут переговариваться. Жителям разрешают переходить через улицу только в этом месте, где стоит офицер. Когда слуга вышел, Пьетро задумался. «Сейчас ничего нельзя сделать», — сказал он наконец. Ванина была ни жива, ни мертва. Она вздрагивала от каждого взгляда возлюбленного. «Что с вами, Ванина? Вы какая-то странная сегодня», — сказал он. Потом стал думать о другом и отвел от нее взгляд. Днем она осмелилась сказать ему: «Вот еще одна Вента раскрыта. Мне думается, вы некоторое время будете жить спокойно». «Очень спокойно», — промолвил Мессерили с усмешкой, от которой она затрепетала. Ванина решила отправиться в деревню Сан-Никола к священнику, состоявшему, возможно, шпионом иезуитов. К обеду в 7 часов она вернулась и увидела, что комната, где она спрятала возлюбленного, пустела. Не помня себя, она бросилась искать его по всему дому, но нигде не нашла. В полном отчаянии она вернулась в комнату и только тогда заметила на столе записку. Она прочла: «Я ухожу, чтобы отдать себя в руки легата. Я потерял веру в успех нашего дела. Само небо против нас. Кто нас выдал? Должно быть тот негодяй, который бросился в колодец. Жизнь моя теперь не нужна несчастной Италии. Я не хочу, чтобы товарищи, видя, что только одного меня арестовали, могли подумать, будто я их предал. Прощайте. Если вы любите меня, приложите все силы, чтобы отомстить за нас. Покарайте, уничтожьте подлого предателя, будь это даже мой отец». Ванина упала на стул, почти в беспамятстве, терзаясь жестокой мукой. Она не могла произнести ни слова, не уронила ни одной слезы. Глаза ее горели. Наконец она бросилась на колени. «Боже великий!» — воскликнула она. «Прими мой обет. Да, я покараю подлого предателя, но помоги мне сначала вернуть свободу Пьетро». Час спустя она уже ехала в Рим. Отец давно торопил ее вернуться. В отсутствие дочери он обещал ее руку князю Ливию Савелли. Как только Ванина приехала, отец боязливо заговорил с ней об этом. К великому его удивлению она сразу согласилась. В тот же вечер в гостиной графини Вителески отец почти официально представил ей Донна Ливию как жениха. Она долго беседовала с ним. Молодой князь был образцом элегантности, держал великолепных лошадей. В обществе его считали весьма остроумным, но очень ветреным.
он не мог возбуждать никаких подозрений у правительства. Ванина решила, что, вскружив ему голову, она сделает его исполнителем ее планов. Она рассчитывала, что шпионы не осмелятся следить за племянником монсеньора Савелия Катанцара, римского губернатора и министра полиции. В течение нескольких дней она дарила благосклонным вниманием любезного Донна Ливио, а затем объявила ему, что никогда не будет его женой. По ее мнению, у него слишком легкомысленный ум.